Мой полет прошел отлично, самолет летел наполовину пустой. У меня из Шереметьево был ранний рейс, вылетал я в 8 утра, и в аэропорту мне надо было быть в 6. Поэтому спал я около 4 часов. Но я бодр и полон энергии. Потому что сегодня я в предвкушении того, как отправлюсь в потрясающее и красивейшее местечко под названием Лейзин. Ну что, вы готовы к сегодняшнему путешествию? Лейзин, Лейзин, не будем тянуть резин. Все, пока. Аэропорт Женевы. До свидания. На пути в Лейзин мы остановились в Монтрё, чтобы показать вам вот эту красоту. Посмотрите. Место просто потрясающее. Вот там внизу Монтрё. И вот там вот где-то внизу памятник Фредди Меркьюри знаменитый. Вот этот. Ну и вот, когда мы забрались наверх, а нам нужно в самое главное здание школы Лейзин American, это бывший отель, гранд-отель и санаторий, которому уже больше 100 лет. Лейзин American School. И двигаемся туда. А теперь наглядная демонстрация. Смотрите, Лейзин – это небольшой городок с населением около 4000 человек, который находится в Альпах. Да? То есть вот вы видите здание, это все Лейзин. И по вот этой дороге, если ехать по извилистой, то полчаса, и мы в Монтрё на озере. И из Монтрё еще час, и мы находимся в Женеве. Очень быстро, очень просто. Неважно, на каком виде транспорта. Это может быть поезд, это может быть автобус, это может быть автомобиль, такси. Любым видом транспорта вы доберетесь сюда за 1,5 часа. Здесь внизу в городке, в Лейзине, около 20 ресторанов, кафе и магазинов. И есть даже кинотеатр на английском языке. В школе у детей трехразовое питание, и готовят для них шефы и повара. Несмотря на это, у них в доме есть также кухня, где они сами могут приготовить. Сейчас у школы 7 основных зданий. И рядом с входом в это красивейшее, богатое историей здание есть карта. Давайте я вам немножко покажу и расскажу про организацию школы и расположение зданий на местности. Да? То есть, еще раз, 7 зданий, не считая небольших шале, в которых могут жить персонал школы и преподаватели. Школа Leysin American School, она же LAS, была основана много лет назад семьей Отт. Семья Отт – это очень знаменитая семья сейчас. В настоящее время школой уже руководит 3-е поколение данной семьи, бессменно руководит. И, кстати, шале, вот это, которое мы только что с вами прошли, это шале, где сейчас живет семья. Вот, к примеру, мы сейчас находимся рядом с главным зданием. Называется оно Belle Époque. Да? И сюда же приезжают родители, здесь центр посещений. Вот, к примеру, также карта, не карта, точнее, а указатель, да? Главный вход, департамент по зачислению, бухгалтерия. И, кстати, прямо charging station. Видите, вот такая зелененькая машинка. Электрокары свои можно заряжать здесь рядом со школой. Важное объявление, господа. В комнатах живут дети, по 2 или по 3, да, к примеру. И в школе сейчас обучается больше 300 детей.
на постоянке. И все селятся, как бы одна национальность не селится с той же самой национальностью. То есть вот, пожалуйста, у вас флаги демонстрации, вот София, вот Тамара, американка и датчанка. Чтобы была интеграция, чтобы больше общались не на своем родном языке. Смотрите, вроде обычный класс, да? Обычный класс, ничего необычного, кроме того, что можно лечь, полежать на подушечке, отдохнуть, почитать книжечку. Давайте еще покажу вам кое-что. Зашли в класс, если вы ученик, зашли в класс, сразу же видите, вот такая штука. Оставили здесь телефон и вперед в кабинет учиться. Весь Лейзин просто пересечен всякого рода горными тропинками, дорожками, небольшими такими лестничками. Очень прикольно. А я только что вот прошел 2 здания школы. Это резидентские здания. И вот еще одно здание. Гостевой домик, так сказать. Обратите внимание, я нахожусь сейчас в классе. У вас не просто класс напичкан партами, но у вас также есть диванчик, где можно посидеть, да? У вас также цветочки, книжечки, у вас также атрибуты всякие, привезенные из разных стран международными студентами. В школе ЛАС есть еще своя пасека. Смотрите, вот здесь даже на камушке выбито: добро пожаловать на пасеку ЛАС. И здесь есть пчелы, которые делают правильный мед. Ну и, конечно же, наглядная демонстрация. Видите? Вот сразу же баночка ЛАС Honey. Мед. Да, и что изучают в школе? Вот вам несколько предметов из всего огромного перечня. Инновации, дизайн, театр, музыка, фотография и кино. Вот он, наглядный пример. Сами сделали гитару. Да? В обучении в Lazy American используются различные концептуальные методы и подходы. И, к примеру, одним из данных методов можно назвать то, что ученики на уроках сами могут преподавать предметы. И это происходит очень часто. Посмотрите, какую штуку я нашел здесь в школе. Это пианино, ему больше 100 лет. И за вот этим пианином еще играл Игорь Стравинский. Ежегодно школу посещает около 100 представителей университета со всех стран мира. 100 представителей университета, которые рассказывают детям о том, как поступить, какие особенности, какие предметы изучаются, где. Для того, чтобы помочь детям заранее определиться с учебным заведением в будущем. История этого здания насчитывает около 100 лет, и начинало оно свое существование как санаторий, который мог принять около 120 человек. И еще в 1903 году здесь в санатории начал работать один доктор, который использовал солнце для лечения организма, солнечные лучи. Его после этого прозвали «Солнечный доктор». Имя его Август Ролье, и он стал известен на весь мир благодаря своему необычайному лечению. В 1904 году сюда на лечение приезжает царь Николай II со своей свитой. Еще в 1949 году Сигрид и Фред Отт запускают здесь летний лагерь для американских детей из военных семей. И в 1961 году здесь в Лейзине официально запускается Lazy American School, где начинают учиться 89 детей. И именно Lazy American стала первой швейцарской школой, которая представила программу IB. Здесь в школе обучаются сейчас дети с 12 до 18 лет. Ну, естественно, они живут на территории школы. Почти все преподаватели и персонал школы живут также с детьми здесь на территории учебного заведения. А вот эти здания, вот одно и второе, это значит вот то, что я вам рассказывал. Alpine Institute – это Альпийский институт, и
образовательный исследовательский центр. Здесь на территории школы находится исследовательский центр, куда приезжают ученые со всего мира для того, чтобы проводить исследования в сфере образования. Мы в комнате искусств, господа. Смотрите, что я нашел. Даже президент Исландии, он по достоинству оценил работу основателей школы, и он вручил награду основателям Lazy America. Да, и, друзья, не забывайте подписываться на два наших канала. Один про учебу за рубежом SMAPS Education. Вы, собственно говоря, и находитесь на этом канале. Сейчас нажимайте кнопочку «Подписаться». Это канал, единственный в России канал про учебные заведения, про реальные бродилки-ходилки по учебным заведениям по всему миру с невероятными условиями, созданными для детей и студентов. Перспективы учебы, возможности, дальнейшее трудоустройство, жизнь за границей, советы, что делать, куда пойти, что посмотреть. Все, что нужно вам для путешествий, учебы и жизни за границей.